DIY «Голубые часики», часть первая. Выбираю один из моих циферблатов. Они распечатаны на обычной бумаге для печати. Также мне нужен будет пластиковый медальон из 2 половинок, размер 9 сантиметров. Картинка у меня размер 7,5 сантиметров. Беру клейкую ленту и наклеиваю на бумагу на обратную сторону картинки. Затем начинаю вот так удалять клейкую ленту с бумаги. Бумага снимается, как вы видите, полоской. На край этой полоски накладываю следующий кусок клейкой ленты и хорошо прижимаю каким-то предметом, так, чтобы лента лучше приклеилась к бумаге. Аккуратно снимаю ленту. Еще раз прижимаю. И снимаю ленту. И рисунок стал проявляться с обратной стороны. Вот здесь видно. Обрабатываю оставшую часть. Снимаю аккуратно липкую ленту. И рисунок с обратной стороны проявился. Вот в сравнении с обычной бумагой. Вырезаю рисунок по контуру. И затем беру половинку медальона и очищаю ее спиртовой салфеткой. Внутри и снаружи. Для дальнейшего этапа мне нужно будет вот такой клей для декупажа, кисточка и какой-то маркер. Он должен быть не спиртовой, который легко смывается. Беру на медальоне, ставлю отметку по центру и прикладываю картинку и ставлю отметки по краям картинки, по бокам, снизу и сверху. Затем картинку мне нужно надорвать в нескольких местах. Я не касаюсь основного рисунка. Беру клей и наношу его на внутренней части медальона до отметок, которые я делала маркером. Затем беру свою картинку и лицевой стороной вниз прикладываю к медальону. Посмотрите, как я это делаю. Приклеиваю только центр и немного двигаю, чтобы края касались отметок, которые я раньше сделала маркером. Прижимаю центр и потом вот таким образом от центра к краям аккуратно выглаживаю пальцем картинку и приклеиваю. Будьте аккуратнее с бумагой, потому что она очень нежная и может легко порваться. Работайте быстро.
Выводим воздух из-под бумаги движениями от центра к краю картинки. Наносим дополнительно клей там, где нужно. Вот так выглядит картинка с лицевой стороны. Теперь я беру салфетку и удаляю все излишки клея с краев медальона. Затем этой же салфеткой удаляю все метки, которые я делала маркером. После этого чистой салфеткой очищаю поверхность медальона. Затем мне нужно, чтобы клей полностью высох. Клей у меня высох, картинка высохла. Я беру белую акриловую краску и наношу на картинку. Все это делаю с обратной стороны. Наношу аккуратно, не выходя за пределы картинки. Зачем я это делаю? На белом фоне картинка будет смотреться ярче. Вот так она проявилась. Когда краска высохнет, я беру полиакрилик и наношу на стенки медальона, не заходя на картинку. Делаю это очень аккуратно. Затем беру глиттер под цвет основной картинки и аккуратно наношу на лак. Аккуратно стряхиваю все излишки. И далее мне нужен целый медальон. Вот таким ложечка, вот таким полиуретановым лаком я пользуюсь. Беру половинку медальона, размешиваю лак и аккуратно наливаю его в эту половинку. Затем плотно накрываю второй половинкой и начинаю вот такими движениями разносить лак по всей внутренней поверхности. Смотрите внимательно, чтобы эта белесая жидкость покрыла все стенки медальона. На некоторое время сейчас оставлю заготовку, чтобы лак стек вниз. Открываю
И вот эти излишки мне нужно удалить. Удаляю излишки салфеткой, но так, чтобы лак остался на стенках. И я увидела, что на второй половинке у меня тоже образовались излишки лака. Я их удаляю салфеткой. Затем беру наш глиттер и насыпаю на одну половинку. Закрываю второй половинкой и потряхивающими движениями начинаю разносить глиттер равномерно по стенкам медальона. Вот что получилось. Излишки глиттера я ссыпаю обратно в баночку. После того, как глиттер полностью высохнет, я эти две половинки склею универсальным клеем. Это только первая часть создания синих часиков, и я приглашаю вас подписаться на мой канал, чтобы не пропустить вторую часть мастер-класса. И также буду благодарна за вашу реакцию, за ваши лайки, за ваши комментарии. Всем всего хорошего. Желаю прекрасного творчества. Пока-пока.